Привет, друзья! Перед вами реальная задача реального ЕГЭ. 2026 год, знаменитая номер 17, сложная планиметрия. Итак, что дано? Дан равнобедренный треугольник АБС, в котором проведена высота CH, и в полученный треугольник вписана окружность с центром О. Длина отрезка БО равна единице, основание АС равно 6, и нужно найти площадь. Итак, равнобедренный, БО единица, АС 6. Ищем площадь. Ну что, поехали вместе. Разобьем ее очень быстро, потому что это одна из самых простых задач на ЕГЭ. Ну, кому-то повезло. Я посмотрел там 4 типа задач, которые были. Это, пожалуй, действительно самая простая. Но я два слова скажу про вчерашнюю задачку. Я решал ее стандартным путем, не рассчитывая на большую гениальность. И первый шаг, если помните, был найти угол между биссектрисами треугольника. Он оказался 135 градусов, верно? Верно. А второй шаг помним. Продление медианы треугольника АОБ на ее длину. Два стандартных, но олимпиадных хода. Все. На всякий случай угол между биссектрисами. Ниже, посмотрите, вот тут теоремка. Можно найти по формуле 90 плюс альфа пополам, где альфа угол при вершинке. Почему это так? Углы при основаниях будут 180 минус альфа вместе, а сумма их половинок будет 180 минус альфа пополам. И теперь, чтобы найти х, нужно из 180 вычесть 180 минус альфа пополам. Получаем эту формулу. Советую запомнить. Для прямоугольного, ясно, 135 градусов сразу получается. Но здесь я хочу отметить нескольких зрителей, которые нашли классное решение. Посмотрите, сразу продолжили биссектрису, доказали равенство треугольников, вот этих бирюзовеньких нижних, и тогда оказалось, это x, это x, это x, а учитывая общее свойство биссектрисы большого треугольника, который делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам, а автоматически это единичка. Дальше Пифагор и все дела. Конечно, изящное решение, но мы идем по старой Смоленской дороге, поэтому огромное спасибо всем, кто находит классное решение, удивляет всех нас и радует. А теперь разбиваем нашу задачку, разделываем ее как бог черепаху. Кстати, я не знаю, почему эта фраза «разделать как бог черепаху», кто там когда разделал, напишите, если знаете. Я провожу вот биссектрису. Центр окружности, вписанный в любой треугольник, лежит на пересечении биссектрис. И поскольку треугольник прямоугольный, вот здесь прямой уголок, верно? Этот угол между биссектрисами будет сколько? 135 градусов. Мы об этом только что сказали. Это биссектрисы. Ну, можно сказать, что вот так, и вот так, и вот так. Хорошо. Дальше что? А дальше смотрите, какое чудо чудное. Я А и О тоже соединю. Из равенств треугольников АОБ и СОБ, ну, сами докажете, легко доказывается, там, по-моему, по первому признаку, что следует, что вот этот уголок слева, ну, симметричный, правому тоже 135. Сколько остается тогда на вот этот угол, а? 360 минус 2 раза по 135, 270, 90. Это угол прямой, оказывается. Ну, из равенств треугольников следующий треугольник АОЦ еще равнобедренный. Треугольник АОЦ равнобедренный прямоугольный. И в этом все решение. Все, а больше ничего там нет. Смотрите. Раз он равнобедренный прямоугольный, вот этот уголок сколько градусов? Это 45 градусов, правильно? Как найти площадь треугольника АБЦ? Ну, нужна высота, правильно? Поскольку у нас БО – это биссектриса угла Б, а в равнобедренном биссектриса является высотой и медианой, значит, вот если продолжим, ну, до точки К, скажем, да, мы получим и высоту, и еще и медиану. Ну и все, это будет 3. Ну а в силу того, что это угол 45, тогда и вот этот 45, треугольник АОК, равнобедренный прямоугольный. Вот этот треугольничек будет равнобедренный и прямоугольный, верно? Верно. Тогда оказывается, что вот этот отрезок тоже 3 черточки, и он равен 3. Тогда вся высота сколько будет нашего треугольника? А? 1 плюс 3. То есть высота h равна 1 плюс 3 и равна 4. Ну, а теперь площадь треугольника ABC будет равна половине произведения основания AC на высоту BK.
Ну, если кто-то думает, что все это легко и просто, во-первых, задача дается текстом. Во-вторых, там два пункта, А и Б. В пункте А нужно доказать, что угол АОС прямой, 90 градусов. Поэтому не все время так просто. Каждый шаг нужно же обосновать, написать, почему это так. Не просто мы сказали очевидно, симметрично. Нет, 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 если бы все так было легко. Но это одна из самых простых задач. Вы можете посмотреть остальные задачи, прислать те, которые вас заинтересовали, рассмотрим их. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.